Красносельский, Приднестровье недовольно отношением России, это неправильно. Приднестровцы должны иметь возможность в упрощенном порядке получать гражданство России, так же, как жители Донецкой и Луганской народных республик, а теперь и Украины. Об этом заявил президент ПМР Вадим Красносельский на состоявшейся сегодня, 13 июля, встрече в Тирасполе с послом РФ в Молдавии Олегом Васнецовым. А как быть нам? Почему к Приднестровью такое отношение? Это неправильно. Мы поддерживаем русскую культуру, русский мир, у нас гармонизация с Российской Федерацией. Меня очень волнует гуманитарное взаимодействие между Приднестровьем и Российской Федерацией, конкретно получение гражданства РФ и замена действующих документов, подчеркнул Красносельский. В ходе беседы с российским дипломатом глава государства также снова поднял вопрос консульского обслуживания проживающих в регионе россиян, отметив, что трудности с заменой и получением паспортов остались. Он обратился с просьбой вернуться к решению существующих проблем, активизировать работу в этом направлении и выполнить обещания, данные приднестровцам. Красносельский акцентировал внимание на неэффективности механизма ведения записи граждан, отметив, что действует только электронный прием заявлений, при этом система нередко дает сбои, а ресурс все чаще недоступен пользователям. На сегодняшний день сложилась катастрофическая ситуация с работой консульского пункта. Наши граждане, имеющие российский паспорт, очень недовольны работой пункта консульского обслуживания в Тирасполе. На сегодняшний день свыше 20 тысяч граждан нашей республики, имеющие российский паспорт, не могут получить или заменить документы, констатировал президент. Лидер непризнанной республики обратил внимание российского дипломата на то, что приднестровские россияне, а их здесь проживает более 220 тысяч, оказались в безвыходной ситуации из-за проблем с документами, добавив, что происходит нарушение прав граждан. При этом накладываются штрафные санкции за несвоевременно продленные документы, размер которых 1170 молдавских леев, примерно 3500 рублей. Он напомнил о заверении министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова в том, что вопрос в скором времени будет решен. То, что граждане стали заложниками обстоятельств, их вины нет, в расчет не берется, заключил Вадим Красносельский. Напомним, запись по вопросу обмена или получения загранпаспорта производится только в электронном виде через посольство в Кишиневе. Чтобы попасть в список ожидания, люди по 2-3 месяца ежедневно должны проверять статус своей заявки на сайте, а после подтверждения еще столько же ждать сам документ. Как сообщала Daily, Москва обещала ускорить работу пункта выездного консульского обслуживания в Тирасполе путем выделения дополнительных сотрудников и техники. Об этом в конце января говорил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на правительственном часе пленарного заседания Госдумы. Вопрос о том, чтобы гражданство РФ жители Приднестровья получали по упрощенной форме, стоит давно. По словам депутата Государственной Думы, директора Института стран СНГ Константина Затулина, это отвечает геополитическим интересам России.